Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. Это семья на мели, и она по-прежнему на мели. Мы не особо продвинулись, потому что наши главные герои постоянно подкидывают какие-то неожиданности. Сначала это был третий ребенок, да-да, у них уже трое детей, и вот эта малышка, которая на руках Таймина, сегодня она повзрослеет. И у нас будет целых три тоддлера, вы представляете, три. Но, возможно, все-таки будет полегче, мы будем лучше высыпаться, точнее, наши молодые родители будут лучше высыпаться, потому что они по-прежнему учатся, и им еще учиться очень долго. И также у них есть еще песель, который еще не вырос, он еще маленький, надо за ним, кстати, поухаживать, а то что-то немножко забыли. Наши тоддлеры как раз-таки с ним чаще общаются, чем наши молодые родители, потому что родители заняты готовкой, уборкой и университетом. Вот. И наш Тымин, собственно говоря, захотел ветеринарную клинику. Он сказал, что он хочет быть врачом, но он хочет быть врачом для животных. И у нас уже и есть эта ветеринарная клиника. В прошлой, точнее, позапрошлой мы ее купили серии. В прошлой серии мы ее уже опробовали. Но так, ну, можно сказать, опробовали не особо хорошо это все у нас получилось, но мы старались. Точнее, я и Тымин, мы вместе старались, и у нас практически ничего не получилось. Ну, неважно. И в этой серии, как я и говорила, сейчас у нас вырастет наша малышка, а там дальше посмотрим. Я не знаю, что будет. У нас точно будет перестановка, потому что у нас прилично денег. И мы сейчас, кстати, наконец-то соберем свой первый урожай цветочков, которые мы специально посадили для того, чтобы у нас были деньги. То, что у меня уже была мысль о том, чтобы ехать и копаться в мусорках. Да, была такая мысль. Но наша Сэмми получила премию на работе, там 1200, даже больше. И Тымин все-таки что там он заработал. Сейчас мы еще продадим цветы. Короче, деньги есть. Деньги будут. Мы сейчас совсем разберемся. Давайте вернемся в режим жизни. Ой, как красиво. А, у нас Сэмми почему-то. Она голодная, уставшая. Ну ладно, пусть еще спит. Так, я хотела посмотреть, кто сейчас идет на учебу и через сколько. Так, через 2 дня, через 6 часов. Ну, пусть тогда еще спит, нормально. Завершено, не начато. Ну, сегодня она сделает эту домашку, что уж поделать. Что у нас с Тымином? Занятие через 6 часов. Ясно. Вот у них совпало тут, конечно, через один день. Ясно, ясно. Завершено, завершено. Прекрасно, прекрасно. Я считаю, идеально. Так, ты у нас в идеальном как раз-таки состоянии. И поэтому после того, как ты у нас уложишь малышку, продать. Ну, продать. А почему массовую продажу нельзя? 8 уровень. А с какой у него уровень, слушайте? Здоровый образ жизни. 7 уровень. Чуть-чуть ему не хватило. Чуть-чуть не хватило. Я просто обожаю, если честно, эту массовую продажу. Она прям мой фаворит. А я думаю, что тут как-то повеселее будет. Есть честно, если продать все. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Ладно. Так, и что у нас с малышками нашими? Одна малышечка спит, вторая малышечка, что ты? Что ты, моя хорошая? В прошлой серии она никак не могла выспаться. Наконец-то она выспалась, и она голодная. Какой у нее стильный зимний костюмчик. В прошлой серии как раз-таки мы видели... А чё она спит с открытыми глазами? Или она не спит? Она должна спать, но она подглядывает. Мы как раз ее зимний костюмчик видели, и вот такой же аналогичный у нашей Сол. Собственно говоря, сейчас вырастет наша третья Лили, наша девочка, у нас тут женский батальон, и мы ее денем примерно одинаково. Я хочу, чтобы они все так примерно одинаково. Но, кстати, все время возмущаются, что там близнецов ну, по одинаковому одевают. Но я слышала от родителей близнецов, что очень сложно их по-разному одеть, потому что дети очень любят, в общем, чтобы у каждого было не хуже, чем у брата и у сестры, поэтому, в принципе, сложно их ну, как бы, одеть раздельно. И иногда даже вот погодки там, ну, близкие друг к другу, дети, они тоже хотят одинаково одеваться. Так что это, в принципе, очень жизненно получается. Я надеюсь, что наши девочки поместятся в этой комнате. Я хочу их переселить сюда. Ну, вот так вот, наверное, кроватки поставить. Здесь мы сделаем небольшой ремонтец. Нам надо, на самом деле, вот заделать, доделать здесь ремонт. И мы будем переезжать в ветеринарную клинику. Мы будем там строить дом. Вы представляете? Это просто у меня пока не укладывается в голове, потому что, мне кажется, это нереальное что-то. У нас не получится, но есть надежда, есть надежда. И я не хочу здесь прям все переделывать, но какое-то, в общем, немножко поменять все это надо будет. Надо будет. То есть я не хочу прям менять, но единственное, что, наверное, вот это поменяем, и немножко сантехнику мы поменяем.
Потому что ванну мы уже здесь, собственно говоря, кто-то сделал лужу. Ванну мы уже поменяли. У нас был здесь душ, насколько я помню. Нет, у нас была просто ванна, я взяла ванну с душем. И надо пол, короче, здесь немножечко, конечно, не супер-пупер все сделаем, но нам надо привести это в какой-то порядок и только потом съезжать. Только с такими условиями. Мы не можем продавать квартиру, мы не можем все здесь продавать, чтобы там все красивенько построить. Сначала здесь, а потом там все заново. Я считаю, это будет более справедливо, еще более долго. А еще нам нужно поставить елку. Слушайте, у нас праздник зимы. Я не заметила. Ну, попробуем. Я не знаю, у нас получится, не получится елку поставить. У нас зима. Вот оно что. Ну, ладно. Давайте, пока у нас режим жизни, мы сейчас все продадим и вырастим нашу малышку, сделаем ремонтец, а там дальше уже будем смотреть, потому что наши родители сейчас должны пойти на учебу, точнее, после обеда. Вот, это хорошо, на самом деле, что они после обеда пойдут. Вот, у них есть шанс немножечко отдохнуть, успеть. Так, все сразу обратно, 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 чтобы это не задумалось о смысле жизни, потому что это очень ценный у нас продукт. Много людей, много еды, а у нас типа пустой холодильник испытания. Что такое? Подзависло что-то в нашей историце. Так, ну что? Массовая продажа. И сколько у нас? У нас практически 500 симолеонов. Слушайте, мы прям богатые люди. Мы сейчас можем такое ремонтище замутить. А что мы продать? А у нас есть еще что-то на продажу? Наверное, там что-то на этом. Вот здесь. Под толщей этого снега у нас что-то, может быть, здесь и есть. Конечно, бессмысленная история немножко. Ну, пусть будет. Ну, то есть она не особо нам деньги приносит. Все, да, все. Так, что-то наша собака, она, наверное, в туалет хочет. Так, ну что ж. Давайте будем вырастать. Корчить рожицы. Повзрослей, пожалуйста. Сейчас посмотрим, во что она превратится. Мне прям интересно, на кого она похожа, потому что наша Пайпер... Она же Пайпер, да? Наша Пайпер похожа на Сэмми. Наша Соу похожа на Темина. И на кого будет похожа наша третья девочка Лили? На кого? Или она будет миксом? Она у нас неугомонная. Ох, ну ладно. О, она похожа на Темина, она тоже темненькая. Давай, поставь, мы посмотрим. Ой, ты какая хорошая. Она, похоже, стала... это что ж такое? Она стала соединением между Сэмми и Лили. Сэмми и Темином. Какая хорошая девочка, какой милый ребенок до невозможности. Это просто фантастически. У нас такие красивые дети. У нас фантастически красивые дети. Похоже на то. Это просто невероятно, как так получается у них делать таких красивых детей. Ну что ж, теперь будем наконец-то ремонтировать.
Что ж, наш небольшой ремонтик закончен, и у нас теперь вот такая вот уютная детская. Как вы видите, мне хватило, в принципе, денег для того, чтобы более-менее все обустроить. Я тут все приклеила, соответственно, у нас тут уже нету дырок на стенах и паутины. Все это поубиралось, потому что как бы уже зачем? У нас тут все красивенько. У нас здесь даже есть мишечка. В общем, мне понравилось, как тут все получилось. Оно все вместилось. Конечно, когда они будут школьницами, ничего не поместится. Я думаю, ну, поместится с трудом, я бы так сказала, но думаю, что когда они будут школьницами, точнее, все 3, когда они будут школьницами, мы уже будем в другом месте. И кто смотрит внимательно, понимает, о чем я говорю. А если честно, то я надеюсь, что они уже тогда будут жить в собственном доме, где уже будет достаточно места, и можно будет в любой момент расшириться. Здесь я тоже сделала немножко ремонтец. У нас, конечно, получилась классическая коричневая квартира, но, короче, это был самый недорогой, простой вариант все это обновить. Я думаю, что надо все-таки сделать вот этот диванчик розовым, тоже вот как креслица, будет, мне кажется, как-то повеселее, потому что что-то он не лепится сюда, но в целом, мне кажется, очень даже неплохо. У нас на самом деле получается уже вот эта комната готова. Это, кстати, надо ну, не посеять, наоборот, посадить. Вот. Это надо посадить, потому что я в итоге, кстати, вот перенесла сюда, чтобы оно уже так было законченный вариант. Так, я опять начала скакать с идеи с мысленной на мысль. Короче, вот здесь у нас уже готово. Вот эта часть у нас уже, в принципе, готова. То есть здесь уже все красивенько выглядит. Ну, мне кажется, уже вполне себе. Ну, только коврик, я думаю, надо еще постелить. У нас еще не готова полностью кухня. Ну, то есть я здесь немножко прибралась, типа. Но, кстати, стол я хочу оставить. Мне он очень нравится. Что-то я его раньше никогда не использовала, потом один раз попробовала, и меня теперь не оттянуть от него. Не знаю, он какой-то приятный. Но я думаю, что это из-за скатерти, которая на нем есть. Это очень большая редкость для столов Sims 4. И он мне очень сильно нравится. В общем, кухня у нас еще вообще не переоборудованная никак, нигде. Детская у нас уже очень даже, все с ней отлично. И у нас еще, конечно, все немножко плохо с ванной комнатой. Это я к чему? Это я к тому, что вот только после этого мы сможем переехать на наш общественный участок и там строить как бы следующий дом. То есть помимо того, что они у нас студенты и пытаются как-то в этом всем выжить, они еще хотят переехать в свой дом, но это логично, но не продавая при этом квартиру. То есть я отсюда не буду практически ничего брать, только самые необходимые вещи. Я думаю, что вот как раз все растения я с собой заберу, да-да-да. Что-то еще я хотела забрать. Ну, скорее всего, ноутбук я заберу. Ну, короче, какие-то самые прям необходимые вещи, то есть кровати там, это все здесь останется. Мы все будем по новой, по новой. Я думаю, что так будет веселее. Вот. Еще мои девочки, они все в свитерах, потому что сейчас зима. Я сейчас хотела посмотреть. Вот она в синеньком свитере, это в рыженьком свитере, а наша новенькая Лили, которая буквально вот сейчас стала взросленькой, она за нас в таком рыженьком. И, кстати, к сожалению, нету теперь третьего цвета пижамки в ламах. Она будет в зеленой пижамке, по-моему, в лисичку или, в общем, в какое-то другое животное. В ламы там были только 2 расцветки. Меня это немножко огорчило, честно признаюсь. Но да ладно. Что у нас дальше? Мы отпраздновали день рождения, мы сделали ремонт, и нам надо как-то дальше социализироваться. Давайте пройдемся вообще, в принципе, по народицу. Потому что наш Теймин, в принципе, себя хорошо чувствует. И у него занятие через 5 часов, через 23 часа. Так, через 5 часов у нас сдать выпускной экзамен. У нас еще не выпускной экзамен. Давайте посмотрим, что у нас с домашечкой. Что он что-то у нас поремонтировал. Домашку он все сделал. Какой он молодец, слушайте. Прям вообще. Давай тогда поухаживай за садом. Раз ты у нас такой весь классный, у нас за ребенком уже не надо ухаживать. Так что оно еще никак не высохнет. Черт побери. Никак оно. Так, что у нас здесь? Взять, побегать, учить. Все у нас здесь хорошо. А здесь все в снегу, поэтому, скорее всего, здесь вообще ничего нет. Что у нас здесь? Картошка. Нет, ничего мы не можем делать, потому что холодно, все в снегу. Так, ладно. Сейчас мы тебе придумаем задание, что очень, что звучит очень странно. На самом деле я бы отправила его, наверное, покопаться в мусорке. Так, ух. Наша мадам, наша мама всего этого большого семейства, она как бы не очень.
Так, это вечер того же дня. Тымин с Сэмми сходили на учебу. Дети, к сожалению, побыли пару часов в детском саду. Это не очень хорошо, это не очень по правилам, но мы уже тут немножко тоже не по правилам живем, так что нормально. Ну, у них было безвыходное положение, потому что пропуск занятий это все-таки достаточно серьезно. Это сильно сказывается на оценках, и оно, в общем, того не стоит. И мы в этот раз приехали в Evergreen Harbor, в другой участок. Он мне, кстати, почему-то нравится больше, не знаю, он какой-то прикольный вот за счет этой дороги, может быть, не знаю. Мы приехали попытать удачу. Я не уверена, что мы как-то супер обогатимся, хотя тут такая лотерея, на 100%. То есть можно какую-то фигню найти и несколько раз. Эти штуки меня пугают, которые такие, они такие светящиеся. Короче, можно какую-то фигню несколько раз найти, а можно что-то одно найти супер классное, и мы сможем сделать ремонт в нашей квартире и съехать на общественный участок. Потому что, напоминаю, завтра мы поедем в нашу ветеринарную клинику. И я надеюсь, очень быстро мы... Не хочет спать? Неважно. Все-таки он достаточно быстро накопит 5000, чтобы этот... Что такое? Ничего нету. Шикарно. Я приехала специально сюда, блин, чтобы вот это вот все, и чтобы не это, и чтобы не... Это все декоративное, да? Блин. Блин. Как тут классно. В этом что-то есть. Так, и что делать? У нас тут надо искать, что выкинуть, потому что нам это единственный... Ну, сейчас мы еще поищем. Это единственный бачок, который я вижу пока что. Что выкинуть-то такого? Это можно? Нет. Ну, и точно не коврик. Вот домашняя работа. Нет, тоже нет. Надо было пару тарелок с собой взять. Они всегда работают. Блин, и что делать? А что делать-то, а? Собрать листья? Убрать листья. Во, может быть, мы уберем листья? И мы сможем кучку листьев здесь как-то, в общем, убрать. Слушайте, ну мы как-то немножко неудачно приехали, я считаю. Как-то в прошлый раз тоже так не очень удачненько все пришло. В этот раз тоже как-то так себе. Что такое? Я думала, тут везде эти штуки есть. Ну, везде полные контейнеры, где можно копаться, копаться, копаться. Но они где-то еще вот в таких местах тоже есть. А вот, я нашла. Так, а что у нас там? Почему они сразу становятся красными? Сразу просто. Ухаживай за садом, пожалуйста. Просто мгновенно они становятся красными. Одна Лилия у нас в восторге. Когда я уезжала, такого не было, честно. А куда ты побежал? Выбросить. Убрать листья. Вот, выброси, пожалуйста. А ты все листья по всему этому, да? Ты решил весь участок убрать? Ты, конечно, молодец. Ты, конечно, порядочный мужчина. Но нам нужно выбросить, чтобы запустить. Я там где-то еще нашла. Вот где-то... Вот, здесь. Что тут, что тут, что тут? Тут тоже серьезно? Вы серьезно? То есть мы приехали сюда зря? Это, мягко говоря, обидненько. Я вам могу сказать. И что он выбросил? И куда он выбросил? Нет, серьезно? Серьезно? А куда он выбросил? Что происходит вообще? Почему я ничего не могу сделать? Она, наверное, просит, вернись, пожалуйста, домой. У нас тут такое происходит. Пожалуйста. Жесть какая-то. О. Может, все-таки он выбросил. Но все равно это какая-то такая ситуевина неприятненькая, я вам могу сказать. Так, давайте его ускорим, чтобы он как-то побыстрее все это сделал. Ты бежишь? Чё такое? А, тут кто-то хочет выкинуть. Спасибо большое, спасибо. Вы способствуете нашему обогащению. Спасибо, спасибо. Тут помимо... Ага. А, то есть он выкинул, и он же копается, да? И нам надо теперь стоять ждать. Хорошо, что его радует день рождения его дочери. А тут очередь, да? А к нам... С нами решили пообщаться. В общем, похоже, мы абсолютно бессмысленно сюда приехали. Мне что-то есть такое смутное подозрение, смутное. Изначально мне не нравилась вся эта история. Ну, то есть мне казалось, что это читерство, все такое. Что-то вообще. А, то есть он стоит, и ты не можешь туда пройти. Отлично. Отлично. Сейчас мы... Дома какой-то капец происходит, поэтому туда идти вообще не хочется. Почему они все красные? Я когда уезжала, я их привела в порядок. Вот честно вам скажу. Я всех покормила, все было хорошо.
Пакетик. О, а чё она в отпуске? А чё она в отпуске? Я не поняла. Мне, конечно, спасибо, 200 баксов, это хорошо. 7 миллионов, точнее. Простите. Ладно, вот все, мы сейчас тут копаемся до конца, вот сколько нам позволят, и все, едем домой. Сколько вот заработаем, столько и заработаем. 9 миллионов, отлично. Неплохо. Что ты? Только из... Я знаю. Давай, еще пару разочков, пару разочечков. Чё в этот раз? 6 миллионов. Все? Короче, едем домой, какая-то бессмысленная вообще история. Это просто, честно, мега обидно. Ну, ладно, это было немножечко, но все-таки ожидаемо. А вот теперь как раз-таки доброе утро, потому что сейчас уже следующий день, Тымин вернулся с занятий, а еще у него такое странное лицо. Мне кажется, он такой: ха-ха-ха, я уехал, никому ничего не сказал, потому что Сэмми ушла на учебу, дети отправились в детский сад, а я вот взял и свалил. То есть он свою учебу отрубил, сходил на занятия и быстренько, не заходя домой, уехал в ветеринарную клинику. Вот так вот ему нравится здесь находиться. Короче, нужно прям срочно-срочно сюда переезжать, чтобы все были на месте, чтобы не было вот этих вот уезжаний в детский сад. Это мне совершенно не нравится. Но вот Тымин так поступил, короче, быстренько свалил. И он, мне кажется, очень доволен. Такой: я всех обманул, я убежал из своего дома. Потому что там, как обычно, начался бардак. Все дети проснулись и голодные, уставшие. Короче, как обычно, как обычно. Так, вот. Зато он в хорошем состоянии, он успел выспаться. Я на самом деле хотела глянуть, что у нас с деньгами. Кстати, с прошлого раза я говорила о том, что как-то все-таки нехорошо то, что вот у нас вот это читерство, что копаться в мусорном баке. Я даже думала купить сюда, на этот участок, этот мусорный бак. Но мне кажется, все-таки да, это читерство, это неправильно, это не нужно, потому что у нас такой тяжелый челлендж, нужно как-то оставлять градус его тяжести, и я думаю, что все-таки не нужно. Но мы, кстати, очень хорошо дома заработали. Во-первых, Сэмми проверила все эти карманы, которые в корзинах для белья. Там оказалось достаточно приличное количество денег. Тымин еще продал парочку цветов и что-то еще, короче. Ну, он там тоже нашел же в прошлый раз немного налички в мусорке. Короче, у нас 80 миллионов. И я на самом деле хочу посмотреть, сколько у нас стоит камера для рентгена или чего-то такого. Короче, не вот такая штука, а более удобная. Я бы хотела посмотреть, если что, мы ее купим, возможно. Возможно, нет. Но мы должны для этого перекинуть денег. И давайте 700 миллионов перекинем. Если что, мы перекинем их обратно. Так, нет, не сюда, а обратно. Вот сюда. Подтвердить перевод. У нас теперь сумасшедшая сумма денег. Сейчас я гляну и вернемся. В общем, эта хирургическая камера стоит как-то невменяемо. 2500 это типа старая, 3500 новая. Самое дешевое, что я могла купить, это вот эту штуку для производства чего-то там. Что мы можем создать? Лакомство. Вот эти лакомства, это мы можем их положить в такой холодильничек. Но холодильничек тоже стоит 200... Нет, 950 миллионов. Короче, как-то невменяемо. Давайте, вот, стол для осмотра. Концентрация... Я думала, что он какие-то лекарства может делать. Ладно, давайте хоть что-то. Короче, это какая-то невменяемая история. Все это как-то очень дорого и непонятно. Сейчас, короче, мы сделаем вот эти все лекарства и откроемся. У нас капитала осталось не так уж много, и учитывая то, что я сказала о том, что мы как бы хотим тут домик построить, а там нужно еще отремонтировать, и мы тратимся на вот это все. Ну, такое. Я, мне кажется, немного нелогичная женщина. Ну да ладно, я еще хотела, знаете, что? Хотела понизить, и вообще-то у нас была другая форма, я не знаю, почему она у нас поменялась. Так, окей, потому что как-то все жалуются. Не получается мне, короче, сделать пока успешную ветеринарную клинику. Конечно, я об этом говорю, смотря на вот эту коробку. Так, что у нас там сами хорошо? Медицинского сада, окей. Так, ну что, он доделывает, мы открываемся и принимаем первого посетителя. Первого. Кстати, кто смотрел мой проект с пекарней, это Катарина, вы представляете, и одна из ее 4 кошек, Джози. У нее 4 кошки, и, в общем, мой главный персонаж женился на этой барышне. Бенедикт, да, на Катарине, все правильно.
И она к нам тут пришла. Вот так вот пересекаются наши проектицы. В общем, вот первый персонаж. Давайте посмотрим, что нам даст вот эта вот наша сыворотка, которую мы сделали. Я надеюсь, что в этот раз мне удастся хотя бы 3 пациентов принять, потому что надо как-то наращивать мощь, надо как-то развиваться, что-то делать, потому что мы немножко так по деньгам проседаем, конечно, в этой клинике. Пока что мне вкладываем, но это нормальная история, когда вы начинаете вообще какой-либо бизнес. Сначала очень много вкладываться, а потом только ждать вообще отдачи, вообще не скоро. Но учитывая то, что у него 3 детей, собака и молодая жена, и ну, короче, надо немножко побыстрее это все делать. Давайте как все это посмотрим. Ой, я зачем-то 2 раза кожу. Ну ладно. Нет, по-моему, я смотрю. Так, ага, он уколол ее. И почему здесь сразу не стало все зеленое? Почему? Почему? Я не понимаю. Как сделать, чтобы им было комфортно? А? Скажите мне, пожалуйста, как их так успокоить, чтобы у нас была успешная клиника, потому что с декором у нас пока не очень. Я вообще не знаю, как нам с этим декором быть, в принципе. У нас, кстати, хорошо прокачивается этот навык. Ну и что? Радуюсь. Быстрое сердцебиение. Люблю я эти. Так, все, у нас Я не буду это произносить. Так, успокоить пациента мы не можем успокоить пациента. И что у нас? Лакомство. Ох, сколько мы денег... Ну вот мы больше денег тратим пока на все это дело. Зато мы вылечили пациента. Это приятно, если честно. У нее пока что 3, да? Слушайте, ну а почему нам не повышают вообще? 118. Ну, как бы окей. Вот что это такое? Ну, типа у нас очень круто это произошло или как? Вот 4, слушайте, у нее 4. Вот, и что? И что? Создай, пожалуйста. Мы хотим 3 пациентов принять, поэтому создай еще одну эту штуку. Так, но она осталась довольна. Следующего пациента у нас пока нету. Мы успеем как раз сделать еще одну сыворотку. Я хочу все-таки создать действительно успешную. Почему ты перестал создавать? Я не поняла. В чем прикол? Я хочу создать по-настоящему успешную ветеринарную клинику, которая приносит нормальные деньги, которая хорошо как бы известна и все такое. Я думаю, что я смогу это сделать. Ну, конечно, не сразу, вообще не сразу, но я думаю, что мне удастся. Так, я надеюсь, мы короче, не пропустим этого пациентика. Ой, французский бульдожка, французский бульдожка. Кто не знает, у меня в жизни французский бульдожка черный. А она пришла со следующей кошкой, серьезно? Клео. Я же говорила, у меня 4 кошки. А слушайте, у нас 2 сразу. 2 сразу? Серьезно? Это у нас первый раз такой? Я немножечко в шоке. Так, зато у нас уровень повышен, навык ветеринара. Ой-ой-ой, мне кажется, мы сейчас немножко в засаду попадем. Да. Мы сейчас по ожиданию немножко не справимся. Он здесь, наверное, один не справится. Ладно, будем надеяться, что все будет окей. Так, давайте сразу вкалываем успокоительную штуку. А что мы тут можем еще? У пациента нет стресса. Ну давай, вкали ему все равно. Что такое? Что произошло? Ну бывает, это бывает. Так, и делаем быстренько осмотр, потому что у нас там следующий пациент. Нам нельзя сейчас вообще как-то медлить. Медлить нам нельзя. Так, у нас Катарина тут уже топчется, но мы узнали, что произошло. Мы уже можем дать лакомство и распрощаться, и уже следующего пациента принимать. Мы же можем поприветствовать ее. Так, с нетерпением. Вы уже проводите осмотр. Мы уже как бы... Блин. Короче, что тут у нас? Мне не нравится, как выглядит это место. И я согласна, мне тоже не нравится, как выглядит это место. Ну, что поделать. Так, с нетерпением приветствую. Да, приветствую, пожалуйста. Попрощайся с этим. Ну, причем это твоя кошка сделала, между прочим, эти лужи. Мои дети попадают в детский сад. Это, конечно, не очень. Так, у него 4, у нее 2 пока. Ну, так... О, слушайте, мы начали повышать. Да. Так, ей не нравится обстановка очень сильно. И она пованивает. Но это ее, блин, кошка сделала. У нас тут еще собака нас ждет. Надо быстренько, что-то я расслабилась. Быстренько все это делать. А у нас есть еще укольчик? Да, у нас есть еще укольчик. И быстро лечить эту кошку, потому что у нас там есть еще собака. Нам нужно срочно все делать.
Срочно лечить эту кошку. Так. А еще я переписываю этот кусочек уже третий раз. У меня что-то тут происходит. И ему тоже не нравится. Я согласна, это неприятно. Ну что поделать, у нас тут кошка наделала луж. Давай уже быстрее делай этот укол и пошли дальше. О, смотрите, она сама начала убирать за своей кошкой. Спасибо тебе большое, женщина. Спасибо. Я надеюсь, ты все лужи уберешь. Нам папа звонит не вовремя. Извини, папаш. Но мы сейчас очень заняты. Прям очень-очень. Что-то эта собака так носится. Мне кажется, она вообще здорова. Какое у нас лечение? Спрей против паразитов. Отлично. Мы можем сразу... Во, спасибо тебе большое. Большое-большое спасибо тебе, женщина. Да, ты у нас почему-то переоделась в обычную одежду после очередного туда-сюда гоняния. Ну, вообще-то тебе уже должно нравиться это место, потому что все окей. Так, спасибо. Мы вылечили болезнь. И мы должны следующего пациента себе заграбастать. Приветствую пациента. 118. Ну, нормально. Нормально. Ну, почему у тебя не повышается? Да, лечи, пожалуйста. Она так и останется двойка, серьезно? Она так и не повысит? А что она? Питомец здоров? Серьезно? Профилактическая прививка. А что так сразу? А что так можно было? Сразу хлоп и все. И все. Что, серьезно? Нам за это еще заплатят? Бася не была больна, и все? И нам за это заплатят? Серьезно? Спасибо. Это у нас уже следующий пациент. И чё, он троечку? Все равно троечка. Чё не четверочка? О, четверочка, как я сказала. Класс, класс, класс. Так, все, у нас есть следующий пациент. Сколько у нас всего было пациентов? Вот я не могу понять, это у нас прошлое? Отчет смены. Это текущие смены? Не нравится мне, конечно, что дети у нас постоянно теперь в этом детском саду. Надо как-то это исправить. Слушайте, у нас еще одна женщина пришла. С кем она пришла? Вот маленькая собачка. Это Бигль, похоже, кстати. Похоже на то. Так, исключительная вялость. Так, у нас было все-таки 3 посетителя. Что у нас тут, кстати, здесь практически нет очереди. Это ветеринарная клиника. Выглядит очень хорошо. Очень хорошо. Это приятно, приятно. Хорошо, давай я делаю укол. И мы пошли дальше к следующему. Все, ей уже не нравится, да? Потому что собаку вырвала, понимаете? Протри пол, пожалуйста. Сейчас будут, я надеюсь, еще будут следующие пациенты. Они будут уже говорить, что как-то у них им не нравится, им не нравится. Еще бы я включил наушнички, потому что, видите, нам сообщают о том, что у него как-то не очень. А что у него за... А, это пустые тарелки. Это я думала о том, что все-таки надо бы... А почему-то женщина ушла, слушайте. Подождите. О, нам, во-первых, присудили новую звезду. Класс. А вот у нас... Она уходит? Она уходит? И не пускать новых посетителей, потому что это уже перебор. А он хочет в туалет. Ну, прости, дорогуша. Не удастся. А мужчина что ушел? Он же зарегистрировался вроде. Я думала, он все уже зарегистрировался. Типа класс. Мне кажется, он только что протерел. Он протер все. Ладно. Все хорошо. Мы начинающая клиника. Все прекрасно. У нас все получится. Мы уже получили 2-ю звезду. Мы молодцы. У нас все еще впереди. У меня аж начал пропадать голос. Я разнервничалась по поводу нашей клиники. Но, конечно, вопрос по поводу того, чтобы все вместе были здесь, семья наша, потому что, мне кажется, закончу мысль все-таки. Мысль о том, чтобы вся семья была здесь, на одном участке, становится максимально остро, потому что, мне кажется, Сэмми может помогать делать вот эти штуки, и это было бы очень, ну, короче, была бы хорошая помощь, такая очень качественная, мне кажется.
Поэтому надо, конечно, с этим что-то быстро решать. Но вот он заработал сейчас 465. Мне кажется, этого не хватит на комнату. Не знаю, может, хватит на комнату. У нас тут нету туалета, у нас тут ничего нету. И отправлять детей в детский сад тоже не хочется. Ну, посмотрим. Я не знаю, честно, как мы с этим всем справимся, но как-то справимся. Нам надо пока что... Что такое? Здесь не приходится практически ждать. Отлично. Нам надо успокоить и вылечить. Вот, отлично. Мы все-таки успокаиваем. Но вот этот укол, он дает, типа, один раз и все, типа. Так, мы вылечили болезнь. Он, конечно, уже в вообще ужасном состоянии. Так, все. Мы закрываемся. Мы закрываемся, и того у нас 10 отзывов. У нас было... Сколько у нас было посетителей? 5, наверное. Это последнее еще не засчиталось. Стоимость обслуживания у нас прекрасная, славится отличным обслуживанием и адекватными ценами, что не может не радовать. Атмосфера, конечно, еще надо добавить более качественную мебель. У нас вообще нету мебели. И качество обслуживания попробуйте повысить качество поставок или проводить более тщательное лечение. Мгм. Да, вот обслужено 5 посетителей. Ну, нормально. Ну, мы начинаем потихоньку зарабатывать нормальные деньги. Что у нас тут с поставками, кстати? Доступ к качеству ветеринарных поставок открывает доступ к выбору качества ветеринарных поставок. Ну, давайте. Ладно, я знаю, что мы копим на другое, но давайте и терпеливых пациентов. Потому что, как мы видим, дополнительный ветеринар. Нет, что это очень важно. Оказалось, это все-таки очень важно. Хорошее управление снижает вероятность создания неблагоприятных ситуаций в ветеринарной клинике, когда ваши персонал... нет, на месте. Ну, он у нас всегда на месте. Ох, в общем, вот так вот. Наш бедный Тымин. Какие у меня большие глаза, оказывается. В общем, он немножко в шоке от происходящего, но, мне кажется, у него очень даже неплохо получается. В принципе, даже учитывая нашу ужасную, страшненькую ветеринарную клинику, коробочку, у нас очень неплохо получается, как мне кажется. Ну, то есть мы смогли до 2-го уровня дойти, 2-ю звезду получить, вы представляете? Короче, надо быстренько решать вопрос там с квартирой и, короче, переезжать сюда. И Сэмми, я надеюсь, сможет ему помогать. Ну, что поделать. Такова уж ее судьба помогать своему мужу. Это нормально, она его любит. Поэтому, я думаю, хотя бы сыворотки она сможет делать в свободное время. Потому что с учебой вроде неплохо. Но они оба не будут, конечно же, бросать учебу ни в коем случае. Им там еще и учиться и учиться. А вот пока они будут учиться, они будут развивать свою ветеринарную клинику. А по окончании учебы есть вероятность того, что у них уже будет хорошая ветеринарная клиника, которая будет хорошо работать и зарабатывать. Я очень сильно на это надеюсь, что мы сможем это все сделать. Пока не уверена, но очень надеюсь. Все, мои хорошие, вы можете увидеть, получится у нас или нет, если подпишетесь и будете ставить там что там, колоколы, уведомления и все прочее. В общем, в следующих сериях увидимся. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.